Итак, у нас второй день закончился, время 22:55, на улице уже стемнело. Станок закрыл? Кого? Станок? Нет еще. Нет еще? Так, значит, у нас получается выход газов Хайло, еще, значит, ряд, и еще ряд перекроюсь, и потом будем перемычку ставить. Ну вот, рядовой кирпичик, кладка смотрится, в принципе, неплохо. А, Саня, надо же еще расшить, почистить. Да. Так вот, кладка. Далеко-то не шагнуть, везде пола нету. Значит, у нас 14 ряд, кладки сделали армировочку. Значит, здесь у нас 7 ряд футировки колпака. Внутри, значит, я подготовил уже все под футировку. Сейчас будем делать футировку. Саня уже картон нарезал. Картон используем 5-ку. Тизоловский. Так, ну, в принципе, что, какие особенности? Когда будем ставить плиту, чтобы 94-ю, которая будет за дверкой, да, мы ее чуть ниже дверки опустим сантиметра на 1,5 примерно, так, чтобы она защищала от локального перегрева на топочную кладку. Сухого шва у меня нету, то есть сухой шов здесь, ну, смысла его нету делать, потому что рядом дверка, подача воздуха для обдува стекла, как бы, я не знаю, она неправильно будет работать. Так, значит, вот загрузили базальт, вот такой вот вид получается. Сейчас начнем делать футировку. Итак, значит, 3-й ряд футировки положили. Сейчас будем резать плиту. Ну, она уже у нас размер отрезана. Осталось ее подрезать, чтобы она чуть-чуть пониже встала. С нашей дверкой закрыла ее. Пропилы сделать по углам. Вырезали мы плиту ШБ-94. Сначала мы у нее укоротили длину, а потом, значит, мы ее сделали выпилы для того, чтобы она опустилась ниже дверки, чуть-чуть ее прикрыла. То есть максимально нужна задача закрыть красный кирпич. Сделал на меня, значит, 3-й ряд огнеупорного кирпича футировки. Хайло я буду перекрывать огнеупорным кирпичом.
Значит, у меня футировка как идет, она так и идет. Каменка будет уже внутрь вставляться. Никакую лечатку делать не буду, чтобы увеличить объем каменки. В принципе, тут камней довольно-таки достаточно получается. Вот этот ряд, скорее всего, будет у меня, да, этот ряд будет последний. Дальше будет перемычка. И уже сюда будет вставать бак с водой. Ну, единственный момент неприятный такой, что печку-то, по идее, нужно было глубже сделать. Но тут уже дверной проем. То есть у нас уже печка, получается, вровень будет с дверью. То есть она уже торчит немножко, ну плюс сам блок дверной. То есть получится примерно вровень. Я считаю, что как бы идти вдоль печки будет не очень удобно. Заказчик говорил, да, делай как тебе удобнее. Но я посчитал, что смещать ее на дверной прием неправильно, поэтому тут такие неудобства получились небольшие. Итак, значит, четвертый ряд футировки. Поставили плиту. Выход хайло. Сформировали. Ну, в принципе, все. Все довольно-таки очень сложно. Вот этот вместе лучше не шов делать, а тоже через вату. Чтобы на плиту не давило. Да, потому что в банях, обратил внимание, сделал со швом, и плита посередине лопнула плита. То есть я предположил, что футировка нагрелась туда и туда ее давануло. И она лопнула посередине. Поэтому лучше делать так. Все опытным путем постигается. Хорошо, что можно на чужих печках косячить. Итак, значит, 15 ряд закончили. Закончили делать футировки. В это место встает перемычка, которая позволит, если что, полностью заменить, ну, то есть заменить всю внутрянку и среднюю перегородку. Можно даже колпак внутри футировку поменять. То есть вот эта средняя вот эта вот перегородка, она будет расширяться, ходить и не будет толкать печку. То есть у нас вся печка будет как бы... Перемычка будет стоять на внешней кладке, которая защищена от температуры. И поэтому не будет печка трескаться. Сейчас остается снять размеры, заказать каменку, висячий бак. Также место под бак я оставил. Сузить трубу, либо расширить трубу до какого нужно размера. Либо пятерик, либо четверик. Я четверик здесь буду делать, сейчас сужать немножко буду. То есть еще 2 ряда и на перемычку. То есть у меня получится труба будет стоять на перемычке одной стороной. Здесь я проложил базальт от перегородки. Вот этой. И этот кирпич на ней стоит. Здесь тоже зазор. Так, на данном этапе я собираю перемычку. У нас получается сегодня 4-й день. Приехали мы где-то в час. Время уже 2, наверное. 18-я шпилька. Периодически нужно прочищать от раствора кирпич. Допустим, с кемой. Лучше сразу шпильку засовывать внутрь. Потому что потом ее просто можно не засунуть. Шамотный кирпич можно прям так потом в шамотник проходить, засовывать. Все, перемычка набрана, осталось засунуть шпильку и стянуть. Итак, значит, у нас 17 ряд. Сейчас я буду ставить перемычку.
Я положил сюда специальный огнеупорный материал для компенсации, чтобы тут у нас печка дышала, ходила. Немножко расскажу. Значит, у нас средняя часть и вот эта вот часть, она как бы снизу, как сказать, я вот их в напуск делал, то есть они будут ходить, эта кладка, она не будет подниматься. Тут у меня получается здесь прослойка базальта, там прослойка из базальта. В общем, сейчас омажу и начинаем ставить. Саня, давай рюмочку поставим. Знаешь, чтобы она не вертелась. Тактично. Схематично, тактично. Так, значит, сюда я тоже прокладываю базальт. Аж звенит, да? Угу.